А здесь даже и сердечко осталось. Teşekkürler. Помимо того, что вы входите в сам Эфес и платите деньги на входе, здесь есть также отдельно такое вот сооружение, где находятся дома, древние дома старых римлян, богатых. Там комнаты с сохранившейся мозаикой. Сюда отдельный вход. Вот я купила билетик, он стоит 45 лир. И сейчас я пойду внутрь, посмотрю, что там есть интересного. Ну все, я зашла на территорию этого отдельно стоящего здания в Эфесе. И здесь очень интересненько. Еще раз хочу напомнить, что вход сюда не входит в основную стоимость посещения Эфеса, и сюда вход идет за отдельную плату. 45 лир это стоит. И здесь не проходит музейная карта, поэтому только за деньги. Можно видеть сохранившуюся мозаику. Стены украшены вот такими вот сохранившимися камнями. Они идут полностью по всей комнате. А здесь можно увидеть старую базилику, в которой еще сохранились стены. А особенно вот эти вот рисунки. Поднимаемся на второй этаж. И здесь небольшая смотровая площадка. Везде можно увидеть оставшуюся мозаику, рисунки на стенах, кувшины, которые использовали еще тысячелетия назад. Правильно, этот архитектурный ансамбль называется террасные дома на склоне холма, или еще его называют дома богачей, так как здесь жили богатые горожане Эфеса. Дома расположены таким образом, что каждый дом служит террасой для следующего дома. Многочисленные комнаты внутри домов имеют мозаичные полы и настенные фрески IV века. Я думаю, что именно в этом месте наилучшим образом сохранились мозаика и настенные рисунки, птицы, богини, цветы. Эта комната называется комнатой льва в честь вот этой вот мозаики, которая сохранилась просто в идеальном состоянии. Комната, где на стенах изображены 9 муз, что свидетельствует о любви к литературе и искусству у хозяина данного дома. А также здесь в идеальном состоянии сохранились фрески Диониса и Медузы Горгоны. А здесь совсем маленькая комнатка, украшена рисунком птичка. Совсем маленькие комнатки. И что примечательно, в комнате есть канализация. Можно видеть старые трубы.
водопровод, отопление, канализация. Все уже было во времена древнего Эфеса, но ей пользовались только богатые горожане, живущие в этих вот домах на склоне. А здесь даже рыбка есть. Вот я стою на стеклянной террасе. У меня под низом где-то 3 метра, наверное, пустоты. И там вон внизу уже напольные фрески. А также вот у меня за спиной один из лучших сохранившихся домов на склоне. Вон внизу есть даже очаг. Здесь была кухня, готовили еду. Рядом другие комнаты, столовые, комнаты для отдыха. И вот совсем недавно маленькая комнатка, которую я снимала, это был их личный туалет с ванной. Как я и говорила, у них здесь проведена была канализация, а также холодная и горячая вода. Конечно, впечатляет. Вот так вот раньше жили люди. Вот такие вот у них были домики. А не такие квартиры, в которых мы сейчас живем. Ну вот я прошлась по всем домам, которые сейчас открыты. Заняло это буквально минут 15. Есть определенные интересные вещи. Здесь посмотреть на напольную мозаику, на разукрашенные стены, на то, что была уже канализация и водопровод в те времена. Ну, пойдем дальше. И я продолжаю свое знакомство с Эфесом дальше. Это улица Куретов. Она является знаменитой улицей Эфеса. Начинается от библиотеки Цельсия, идет вдоль ворота Геракла, вплоть до Агоры. Здесь расположены колонны, пьедесталы из камня, фризы, статуи, руины торговых павильонов и жилых домов. Посмотрите, какие интересные стопы в сандалиях. Они принадлежат врачу Николаю, который провел первую операцию в Эфесе. А сейчас мы с вами подойдем к воротам Геракла. Но я не Геракл, не достаю. А он спокойно ставил вот так вот руку. Я если только вытяну, вот тогда я достаю. Ну, вот, силы есть все равно. Продолжаю идти. Вот еще бы видела что-нибудь в очках. Продолжаю идти. Вот так вот. Вокруг много чего интересного. Я здесь гуляю уже, наверное, часа 3. И прошла еще только половину. Нашла вот такое вот интересненькое место. Написано «Музей письменности». Вон там вдалеке даже видно, как писали на камнях. Но это все, куда я только могу пройти. Закрыто на замок. Попробую посмотреть со второго. О, да, здесь уже можно чуть-чуть. Вот. Здесь можно даже чуть-чуть поближе подойти. Но
закрыто. Все здесь. Вот такая вот галерея. И везде стоят камни с надписями. Везде на камнях вот такие вот древние греческие надписи. Абсолютно не понимаю, что написано. Но место называется Музей письменности. Дошла я до очередной вот такой дороги, как бы галереи. Похоже, она ведет к малому амфитеатру. Поднялся такой ветер, и я как ниндзя. Не, меня не видно, не слышно. В маске, в капюшоне, в очках. И идем, гуляем дальше. И я практически подошла до малого амфитеатра, или еще его называют Адеон, концертный зал. И вот он, амфитеатр, совсем небольшой. А еще лестницы украшают вот такие вот лапы с когтями. Что примечательно, я была в Магнезии, в античном городе, и там точно такие же лапы в малом амфитеатре. Лапы львов с когтями. И здесь то же самое. У меня есть ссылочка вот наверху на это видео. Зайдите, посмотрите. Ветер сегодня сумасшедший. И что, буду с вами прощаться. Но не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, обязательно писать комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех моих следующих видео. Ну что, пока-пока.